Да, много говорилось на вчерашней и сегодняшней сессии о управлении рисками, о проектном управлении в целом. Этому, в принципе, посвящена вся наша конференция. Мы, как консультанты, работающие на заказчиков, выделили 4, наверное, основные области проблем, которые мы видим во всех практически проектах, ну или, по крайней мере, в большинстве. То есть те области, которые на самом деле важно понимать для того, чтобы проект был реализован в срок, за бюджет и в соответствии с теми параметрами, которые в него закладывались, для того, чтобы генерировать ту выручку, которая нужна, но на эти области не обращают внимания зачастую или их недооценивают. Первое – это понимание финансовой стратегии проекта, то есть как будет финансироваться он, внешними кредиторами, будет ли это проектное финансирование, будут ли участвовать ЭКАС, будет ли заказчик сам его финансировать и в какой доле, будет ли он давать гарантии завершения. Все это влияет на то, какие риски на себя может принять проектная компания, то есть на их количество. И это влияет сильно на контрактную стратегию всего проекта. Соответственно, вторая область, как раз, о которой мы говорили сегодня на нашей сессии, это была контрактная стратегия для проекта. Ее выбору уделяют также не всегда достаточное внимание, подходят к этому выбору, в принципе, поздно и развивают контрактную стратегию по мере того, как идет проект. Например, идет нарезка на пакеты, на контракты по мере реализации проекта. И в силу этого происходят разные изменения дальнейшей этой структуры в тот момент, когда уже это сложно сделать. Сложно кредиторам тоже рассказать, почему так делается. И, в принципе, согласовать с подрядчиками существующими какие-то изменения в уже подписанный контракт очень сложно, и никогда хороших условий вы, естественно, не сможете получить, потому что у вас уже нет рычага давления на них. Третий момент мы выделили страхование. Это способ достаточно дешево по сравнению со всей стоимостью проекта закрыть многие риски и не потратить потом больше, чем хотелось бы, да, и в принципе не нарушить сроки. Но у нас в России особенно подходят к этому не настолько осознанно, то есть считают, что зачем сейчас платить страховой компании как конкретную сумму, может быть, не произойдет какого-то события, поэтому на это деньги не всегда тратят. И плюс еще есть непонимание того, что стратегия страхования, она влияет полностью на режим ответственности тоже по контрактам. То есть она должна совпадать с режимом ответственности и, зеркалить его по сути. И отсутствие страховых специалистов, в принципе, их невовлечение в проект всегда такой камень преткновения к подготовке хорошего контракта и хорошей, в принципе, стратегии всего проекта. И четвертая область – это в целом проектное управление. То есть должно быть так, чтобы все работали вместе, все департаменты, все дисциплины были вовлечены, необходимые консультанты тоже были привлечены вовремя и вовлекались в проект. Однако все работают по кусочкам, людям предоставляется информация не вовремя, только предоставляются какие-то отдельные их сферы, нет людей, которые соединяют всех департаментов, всех специалистов, всех консультантов вместе, доносят до них одну общую цель и с их точки зрения рассказывают им, какой от них нужен вклад. Вот, собственно, это, наверное, основные проблемы, которые в каждом из проектов встречаются по нашему опыту. Что делать, что с этим делать? Все равно делать наоборот. То есть выбирать финансовую стратегию, изначально понимать ее, понимать, кто будет финансировать, будет ли это проектное финансирование, будут ли это международные банки, будут ли гарантии завершения даваться, какие будут экспортные кредитные агентства участвовать, потому что у них свои требования тоже присутствуют. В соответствии с этой финансовой стратегией выбирать контрактную стратегию, чтобы она подходила, потому что иначе финансирование не будет предоставлено, если это банковское финансирование. Прослеживать всю эту контрактную стратегию на протяжении всей стадии закупок, не менять ее, то есть определить ее заранее. Далее, нет таких стратегий, как хорошие или плохие, есть стратегии, подходящие для вашего конкретного проекта. То есть не нужно думать, что там EPC – это панацея, или наоборот, много контрактов – это хорошо, потому что это дешево на бумаге. И соотносить контрактную стратегию с возможностями проектной компании. Потому что если у нее, например, нет
проектной команды, которая может управлять стратегией контрактной, но она, например, нарежет на 30 контрактов весь проект, то все будет очень сложно и дорого, и, скорее всего, выйдет за бюджеты и за сроки. Привлекать страховых специалистов, разрабатывать стратегию рисков проекта и делать страховой режим, подходящий под эту стратегию закрытия рисков, также писать режим ответственности в контракте, соответствующий этой стратегии страхования. Ну и далее совмещать всех специалистов, вовремя привлекать их, понимать вообще важность вовлечения вовремя всех профильных департаментов, давать ему полную информацию и развивать компетенции контрактных менеджеров внутри компании, которые бы могли всех разнопрофильных специалистов соединить в один общий проект и привести их к одной цели. Я думаю, вот общие рекомендации будут, наверное, такие.